Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим вместе с вами потрясающий вкусный торт Чокопай. Для бисквита подготовьте 6 яиц, 6 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек какао-порошка, 2 столовые ложки муки. И для мусса 10 грамм листового желатина, 60 мл воды. Для сиропа для мусса 110 грамм сахара, 60 мл воды и пакетик ванильного сахара. Для шоколадной помадки 8 столовых ложек молока, 4 столовые ложки какао, 8 столовых ложек сахара, 100 грамм сливочного масла. Весь рецепт я оставлю внизу к описанию к этому ролику. Начинаем с приготовления бисквита. Для этого сначала необходимо разделить белки от желтков. Хорошо взбить белки до крепкой пены. Пока взбиваются белки, хорошо смешайте желтки с сахаром венчиком. Добавить какао и муку к желткам и тщательно перемешать. Добавляем 4 столовые ложки взбитых белков к шоколадной массе и тщательно вымешиваем. Потом добавляем оставшуюся часть белков и аккуратно перемешиваем. Вылейте тесто на противень, выстеленный пергаментом, и аккуратно разровняйте. Выпекаем в разогретой духовке на 190 градусов, режим вверх-вниз 11 минут. Отделите бисквит от пергамента и разрежьте на 3 части. Как делать более это подробно, я объяснила в этом ролике, ссылка на него наверху в правом углу и ниже в описании. Сложите друг на друга коржи и подровняйте выступающие части.
Приступаем к приготовлению мусса. Замочите водой листовой желатин и положите в морозилку на 3 минуты. Потом достаньте и импульсами прогрейте в микроволновой печи. Прогревать около 1 минуты. В сотейнике с толстым дном смешайте сахар, ванильный сахар и воду и варите на высоком огне до такой степени, пока вы не увидите, что она кипит. Проваривайте 1 минуту. Разогретый желатин должен быть однородным. Перелейте его в миску для взбивания и следом вылейте горячий сироп, параллельно промешивая. Потом начинайте взбивать миксером. Взбиваем примерно 7-10 минут. Как ориентир для вас, масса должна увеличиться в 5 раз, стать очень пышной и тягучей. Приступаем к сборке торта. Каждый корж необходимо хорошо пропитывать и сверху выложить равномерно начинку. Я это делаю через кондитерский мешок. Если у вас его нет, визуально разделите начинку на 2 части, выложите и разровняйте лопаткой. Теперь торту нужно охладиться, либо в холодильнике 3 часа, либо в морозильнике 1 час. Если у вас осталась начинка, можете выдавить ее на смазанное растительным маслом блюдце. Достаньте торт с холодильника или с морозилки и отрежьте длинным ножом неровности. Готовим шоколадную помадку. В сотейник вылить молоко, потом добавить какао и сахар. Вымешайте венчиком до однородности, чтобы не было никаких кусочков какао или муки. Поставьте на средний огонь вариться. Как только вы заметите, что масса стала густеть, варите еще 1 минуту. Уберите с плиты, добавьте сливочное масло и охлаждайте потом шоколадную помадку полчаса. Ставим торт на решетку и снизу выстеливаем поверхность пищевой пленкой. Полейте торт шоколадной помадкой.
Ставим торт в холодильник на 3 часа, либо в морозилку на 1 час. Убираем остатки шоколадной помадки, и я храню ее в контейнере в холодильнике до 10 дней. Торт получается очень вкусным, точь-в-точь как чокопай. Шоколадные пропитанные коржи, ванильная тягучая начинка и шоколадная помадка. Получается очень нежный и воздушный. Обязательно приготовьте его и делитесь этим рецептом со своими друзьями и близкими. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. До свидания!